Сегодня поработаем с мозолью на стопе. Выполним покрытие с втиркой. Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня покажу вам комбинированный педикюр. Подробно рассмотрим обработку стопы, а также покажу яркий дизайн с жемчужной втиркой. Снимаю старое покрытие фрезой кукурузка с зеленой насечкой. Работаю на 20 тысячах оборотов. Корректирую длину и опиливаю форму пилочкой на 180 грит. Этой же пилочкой сразу зашлифовываю поверхность ногтей, чтобы потом не шлифовать после обработки кутикулы. Отодвигаю кутикулу пушером, вычищаю птериги фрезой пламя с красной насечкой. Для чего я это делаю? Ведь все равно же потом замачивать ножки в воде. Так делаю для того, чтобы педикюр получился чище и ножницы по кутикуле шли свободно, ни за что не цепляясь. Показываю ножки до педикюра. На стопе видно след от водянистой мозоли, а на пяточке натоптыш. Все это уберу и заполирую. Теперь опускаем ножки в мыльную воду на 10 минут. Далее вытираю полотенцем и наношу кератолитик. У меня каллус от фирмы My Nails. Заматываю пищевой пленкой. Приступаю к обработке пальчиков. Прохожусь еще раз в зоне кутикулы пушером, обрезаю ее ножничками. А теперь дочищаю синусы щипчиками. Снимаю пленку со стопы, вытираю ее насухо полотенцем и снимаю верхний ороговевший слой кожи пилкой 100 на 180. Прохожусь по всей стопе, по мере надобности смачиваю кожу водой.
Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали, и нажимайте на звоночек. Так вы всегда будете в курсе новинок на канале. Далее уже по сухому обрабатываю стопу алмазной фрезой для педикюра. Ссылочку на нее оставлю в описании к видео. В конечном итоге полирую пяточку силиконовой насадкой до глянца. Работаю на 20 тысячах оборотов. Что касается мозоли, моя задача в данной ситуации истончить края, которые торчат и могут в дальнейшем пойти дальше, и сделать рану. С левой стороны мозоли уже видно красное пятно, которое болит и создает дискомфорт при ходьбе. Поэтому нужно максимально истончить края мозоли и заполировать их. Далее полирую пальчики со всех сторон.
Теперь можно приступать к покрытию. Обезжириваю ногти спиртом, покрываю тонким слоем базы. После просушки в лампе подвигаю кутикулу пушером, чтобы аккуратнее прокрасить гель-лаком в этой зоне. Покрываю гель-лаком в 2 слоя. Каждый слой просушиваю в лампе по 60 секунд. Далее вытираю липкость с гель-лака и втираю жемчужную втирку золотым отливом. Перекрываю все ноготки топом Moulin Pro. Этот топ отлично держит втирку и не скалывается. Украсим сияющий белый ягодками-малинками. Вырезаю слайд, смачиваю в воде и приклеиваю малинки на большие ноготки. Перекрываю дизайн топом и просушиваю 60 секунд в лампе. Теперь остается снять липкий слой, нанести на кутикулу масло, а стопу помассажировать с кремом. Всем спасибо за просмотр. С меня видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. И как всегда, с вами я, Ирина Брилева. До новых встреч!